Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 17 июня, выпуск экстренный, идет война, и каждый выпуск, который мы проводим во время войны, является экстренным. Давайте сразу я вас попрошу поставить лайк к этому видео и по возможности распространить это видео в соцсетях и в тех информационных ресурсах, в которых это возможно. Так, ну а теперь давайте перейдем к основной теме. Основная тема нашего сегодняшнего выпуска – это выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Выступление довольно знаковое. Мы с вами уже обсуждали, что появление Путина – это прежде всего знак элитам, это знак народа, что Путин жив, здоров и невредим. Давайте немножко разберем, что несет появление Путина на Петербургском экономическом форуме международном. Если это можно так сказать, международным. Если присутствие талибов делает этот форум международным, то да, наверное, международный. Надо отдать должное, участвуют и несколько президентов государств, которые были бывшими союзными республиками, это правда. Но вот то, что делает повестку действительно международной, это присутствие, видимо, талибов. Званых гостей. Итак, Путин появляется перед народом и даже довольно долго общается с присутствующими, общается на разные темы. Появление Путина было необходимо, была отменена большая пресс-конференция, да, ну то, что мы понимаем под названием, как она там официально называется, общение Путина с народом, прямая линия президента. Вот, теперь я вспомнил уже точно. Прямая линия с президентом. Так вот, формат прямой линии, да, понятно, что официально он не регламентирован, но уже традиционно он не менее 3-3,5 часов продолжается, а то и 4, то и больше. Так вот, здоровье президента довольно шатко, и врачи не рекомендовали ему участвовать в таком мероприятии, которое именно регламентировано, ну, регламентировано не официально, а фактически регламентировано, да, но всем понятно, что если Путин начнет выступать и через час скажет, все окончено, я пошел отдыхать, ну, вопрос о здоровье больше никогда в жизни стоять не будет, ну, в его жизни это совсем, я думаю, уже недолго. Так вот, в этот момент было бы все кончено. Другое дело выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где его, ну, фактически ничто не ограничивает по времени. Может закончить в любую минуту, мог бы, да. Неважно, насколько долго продолжалась боевая речь, как только он почувствовал недомогание или какие-то проблемы, все можно завершить в любой момент, и никто не скажет, что президент там совсем мало выступил. Часа вполне достаточно, на протяжении часа-полтора он практически все время, практически гарантированно чувствует себя неплохо. Единственное, на прошлой неделе, по-моему, мы уже рассказывали о том, что ему стало нехорошо, тогда он здорово перенервничал во время общения с военными. У него было совещание, и после этого совещания, пытаясь подняться со стула, он почувствовал недомогание. Сейчас, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, по крайней мере перед форумом, он чувствовал себя замечательно, как бы о чем и сообщил, ну и замечательно, насколько это может позволить его здоровье. И, как мы видим уже, да, выступил довольно неплохо, я имею в виду не по содержанию, а по форме, извините, и произнес довольно бодрую речь, пытается, вернее, доказать, что разговор о состоянии его здоровья — это лишь слухи. Ну, абсолютно не... Вся информация, которую даем и мы, и западные разведки через свои источники в западной прессе, все сущая правда.
президент Путина онкология, и в последнее время состояние его ухудшается. Мы не прогнозируем даты смерти. Еще раз, мы никогда не говорили, когда он умрет. Он действительно получает одно из лучших в мире лечений. У него есть возможности и доступ к лучшим лекарствам и к лучшим современным методикам лечения. Поэтому сказать, что он такой же человек, как и любой россиянин, это было бы неправильно. Мы знаем, что довольно долгое время онкология у Николая Патрушева, но у него немножко попроще положение. Онкология еще у нескольких лиц в окружении президента. Да, относительно недавно и в относительно легкой, давайте так, легкой там формы не бывает, но ранние стадии. А вот я опять-таки напоминаю вам о Франсуа Миттеране, который довольно долгое время, если я не ошибаюсь, на протяжении то ли 9, то ли больше лет страдал онкологией и умер уже через полгода после своего президентства. У Путина немножко другая ситуация, у него онкология с метастазами. Кто немножко разбирается, понимает, что излечить, по крайней мере, врачи лечащие, которые занимаются лечением президента, говорят, что эта стадия рака неизлечима. Поэтому мы из этого исходим. Мы не говорим и не планируем его жизненный горизонт. Мы лишь рассказываем то, что есть на самом деле. Планировать жизненный горизонт — неблагодарное дело, даже врачи не могут четко давать какие-то жизненные перспективы, но если человеку не совсем уже плохо, если не видит реального положения дел, что человек, что ему осталось совсем немного. На сегодняшний день этого, к сожалению, нет, и президент России Владимир Путин имеет еще силы провести такое довольно значительное мероприятие, чувствует, конечно, терапии проводятся, конечно, препараты, которые помогают ему держаться в тонусе, несомненно, используются, и мы знаем об этом на 100%, есть гример, который приводит его внешний вид в должное здоровое состояние, когда вы видите его как огурчик. 4-5 часов, иногда даже больше, он может быть на таком, давайте назовем грубым словом, бодряк, да, на бодряке, и довольно уверенно чувствовать себя даже на таких крупных мероприятиях. Но это не гарантирует, что ему не станет плохо через некоторое время. Поэтому и формат Петербургского экономического форума, который подразумевает возможное быстрое окончание выступления президента, а не обращение к Федеральному собранию, которое все же подразумевает опять-таки хотя бы какой-то разумный регламент по времени, и тем более общение с народом в прямой линии с президентом, которое, как ни крути, но менее 3 часов провести ее было бы уже косые взгляды и понимание общее о плохом здоровье президента. Не говоря уже о еще более коротком. А вот представьте ситуацию, да, когда президент во время прямой линии резко обрывает ее, на час-полтора, все опять-таки, мы об этом уже говорили, становится ясно. Теперь давайте перейдем непосредственно к выступлению президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Рассказал Путин о том, насколько плохой Запад и какая прекрасная страна Россия под руководством именно его, Владимира Путина. Как он прекрасно развивает экономику и как замечательно все будет в скором времени при ставках по ипотеке в 7%, как замечательно вообще будет в России с санкциями, которые наложил Запад. Вообще Запад, накладывая санкции, по мнению Путина, вредит сам себе. Путин каким-то чудесным образом обнаружил инфляцию в 20% на Западе, радуется этому как ребенок и считает, по крайней мере пытается доказать, если не элитам, которые
конечно, прекрасно понимает, что происходит, он пытается рассказать всему народу, как плохо на загнивающем Западе и как замечательно в России, которая находится под санкциями. Просто прекрасно. Запад загнивает, теряет триллионы или триллиарды, или секстиллиарды, или такие суммы, которые даже невозможно выговорить, долларов. Евро и доллар вообще скоро будет в стагнации, вообще будет. Это все, по мнению Владимира Путина. Этот бред мы слышали, если вы вспомните, совсем недавно от Владимира Вольфовича Жириновского, который никто всерьез не воспринимал, которого поднимали на смех, и который был фактически политическим клоуном. Так вот сейчас Владимир Путин превращается в такого же политического клоуна, только относится к нему намного серьезней. Потому что у этого человека в руках реальная власть. Конечно, все, что он говорил относительно перспектив Запада, перспектив России, это, конечно, полный бред. Отказ от проверок бизнеса, полный бред. Нет никаких распоряжений, прямых распоряжений Путина к правоохранительным органам. Нет никаких рекомендаций, нет и не будет, запомните, нет и не будет. Путин не будет рыть себе могилу, устраивая бунт в элитах, запрещая им зарабатывать, паразитировать на бизнесе. Запретить трусить бизнес, давайте скажем откровенно, лишит, ну, наверное, 90% руководства силовых структур стабильного дохода. Кто считает, что руководство силовых структур живет на зарплату, ну, довольно наивный человек. Огромные состояния делаются на крышевании бизнеса. Об этом знают практически все, и не говоря уже о присутствии четкого понимания этой ситуации в элитах. Не будет никакого распоряжения Владимира Путина по смягчению в плане давления на бизнес. Будет продолжаться все как есть. Нет возможности и не будет развития российскому бизнесу, ну, за исключением, конечно, некоторых областей и сфер, которые связаны прежде всего с областью вооружений, да, с производством оружия, с производством комплектующих к оружию, с производством материалов, для которых впоследствии будет применяться для производства вооружений. Все, что касается армии, да, там финансирование будет довольно стабильно. Возможно, какие-то предприятия, которые работают на оборонные секторы, получат новый виток в развитии. Все остальное, ну, практически все остальное будет загнивать. Но давайте смотреть правде в глаза. Путин загнал страну в глубочайшую жопу. И выхода из этой жопы нет. Ну, кроме рассказов Путина. Можно, конечно, жить в той реальности, которую пытается погрузить народ России, сам президент России Владимир Путин. Он считает, что своим выступлением он создает эту реальность. Создает не только предпосылки для этой реальности, а создает саму реальность. Люди, которые созерцают его и слушают внимательно его выступления, не просто слушают, а пытаются разобрать, что же именно сказал президент России Владимир Путин, могут случайно поверить президенту. Говорит он довольно уверенно, говорит в принципе правильным языком, довольно простые вещи, казалось бы, на какой-то момент логично, но это не соответствует действительности. Вот в чем проблема. Все, что говорит президент России Владимир Путин, не соответствует действительности. Он передергивает, где-то утрирует, и создается впечатление у тех людей, которые знают и понимают, о чем говорит президент, что президент пытается манипулировать народом, элитами манипулировать практически невозможно, еще раз повторяю, таким образом. Но я опять-таки не понимаю, почему ставка на народ, почему попытка, вернее, в чем-то убедить народ. Народ пока не собирается, как видно, на митинги, не собирается на демонстрации, не пытается высказать свое жесткое и вполне законное недовольство. Но Путин все равно обращается к народу. Путин все равно пытается убедить народ, что все замечательно в России и ужасно во всем остальном практически мире, ну, за исключением там Китая и Индии. Он похвалил Моди, премьер-министра Индии, сказал, что все замечательно. Упирался, если вы заметили, основное по смыслу слова в речи Путина было суверенитет.
Суверенитет в понимании Путина — это полная изоляция. Я хочу, чтобы вы поняли. Суверенитет в понимании Путина — это полная изоляция. Частичного суверенитета говорит не бывает. Он рассказал, что уже Европа потеряла свой суверенитет, и кто там только не потерял, но единственное, что его сохраняет Россия. Россия сохраняет суверенитет в понимании Путина только потому, что он ее загнал в глубокую задницу и не дает возможность развиваться и полностью контролирует все процессы в стране. Это он называет суверенитетом. Полный тотальный контроль его лично президента Владимира Путина над страной он называет суверенитетом. И полная изоляция страны, полнейшая экономическая, полнейшая, да и физическая, да, куда летают самолеты сейчас из России. Там, если я не ошибаюсь, всего 20 направлений, да, в этом огромном мире, который открыт, но Россию изолируют. И страны, куда есть прямые рейсы из России, ну, довольно ограниченное количество этих стран. Поэтому суверенитет, еще раз повторяю, то, что имеет в виду под названием суверенитет Владимир Путин, это изоляция, это тотальная изоляция. Он считает, что без тотальной изоляции не может быть суверенитета. Но вы готовы это воспринимать? Вы готовы это понимать так, как понимает это президент России Владимир Путин? У меня большие сомнения. У меня большие сомнения, что вообще есть люди, которые готовы это принять даже ментально. Глупость полная. Путин считает, что Россия страна рабов. Я с этим категорически не согласен. Какое-то время пройдет, и мы с вами увидим, что эти люди, наши с вами сограждане, совсем не рабы. Призывает Путин опять-таки вести бизнес дома, рассказывая, что важны не деньги, а доброе имя. Но у него нет доброго имени, а есть деньги. Так вот, пускай даст свои деньги. Давайте предложим президенту России Владимиру Путину. Имени доброго у него нет, но зато есть деньги. Ну вот он всем рассказывает, что важно не деньги, а доброе имя. Что он имеет в виду? Чтобы кто-то из бизнесменов отказался от своих денег ради доброго имени? Так пускай покажет пример. Владимир Владимирович, покажите пример, откажитесь от своих денег, откажитесь от своего баснословного состояния. Ну, хотя бы откажитесь, еще раз подчеркиваю, от $1 триллиона, которые у вас есть. Откажитесь, скажите, что жертвуете этот триллион в пользу развития страны. Возможно, в связи с этим вы обретете доброе имя в глазах какого-то количества людей. Да, это количество людей будет небольшим, потому что те деньги, которые вы чисто теоретически, на грани фантастики, я понимаю высказывание, но если вдруг, да, произойдет такая фантастическая ситуация, и президент России Владимир Путин отдаст $1 триллион, которые им украдены, да, на благо страны, отдаст их на благо страны, от этого $1 триллиона, процентов 90 разворуют те, кто будет распоряжаться этими деньгами, те, кто будет их перенаправлять. Мы с вами это прекрасно понимаем, ведь правда? Что для простых людей ничего лучше не будет практически, да, возможно, какие-то совсем небольшое количество людей почувствуют улучшение. Так вот, возможно, в глазах этих людей Путин обретет доброе имя. Но призывать других к тому, чему сам не соответствуешь, как минимум глупо. Как минимум глупо и некорректно. Социальную справедливость требует Путин. Еще раз повторяю, президент России, который находится у власти более 20 лет, который провел пенсионную реформу, который обворовал страну, оставляет сейчас в связи с санкциями, в связи с этой войной, которую сейчас он развязал, страну нищей, страну с полностью ограниченными возможностями. Он говорит о социальной справедливости, вгоняя 90% жителей в России в нищету, объясняет, что стране нужна социальная справедливость. Сокращение неравенства, он говорит. Конечно, раньше были люди хоть немного более-менее на плаву, но сейчас будут все нищими, да, если он это имеет в виду, сокращение неравенства, сделать всех нищими, то да, это вполне в его духе, вполне осуществимо под его руководством.
Да, Путин обратил внимание на снижение рождаемости в России. Хочу напомнить, что сожительница президента России Алина Кабаева беременна, и он требует, чтобы она сделала аборт, потому что не хочет ребенка, которого вполне возможно не увидит. Ну, в общем, все, что он говорит, абсолютно не применяет к себе. Абсолютно. Да, и Путин анонсировал масштабный план по ремонту автомобильных дорог. Я напомню, что в Сибири и на Дальнем Востоке огромного количества дорог еще просто не построено. Это то, что там есть, дорогами назвать нельзя, и ремонтировать их не надо. Надо строить новые дороги, а не ремонтировать убитые. Там ремонту многие просто не подлежат. Не говоря уже о том, какие средства будут разворованы на ремонтах, так называемых ремонтах дорог. Ну вот как раз Путин и попросил правительство выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока. Что имеет Путин? Ну, что имеет в виду Путин, довольно расплывчато. Также Путин объяснил, что важно обладать всеми критическими технологиями. Президент России Владимир Путин не имеет доступа к интернету. Он просто боится заглядывать даже в интернет. У него там какие-то свои тараканы в голове. Я прекрасно знаю и понимаю, откуда идет это категорическое нежелание пользоваться интернетом. Есть там свои тараканы у Владимира Путина по этому поводу. Но какими критическими технологиями, идиота, собираешься обладать, загнав страну в жесточайшие санкции? Критическими технологиями обладают в основном страны Западной Европы, ну, Европы в целом, и, извиняюсь, я оговорился, да, и США, Канада, Австралия, Япония, как раз все те страны, которые наложили санкции на Россию. Да, частью технологий, конечно, обладает и Китай, которому запрещено передавать эти критические технологии России под страхом наложения санкций на сам Китай. Поэтому, насколько это важно или не важно, президент России Владимир Путин, во-первых, не понимает, о чем он говорит, потому что у него отсутствует возможная информация о предмете разговора, во-первых. А во-вторых, он говорит абсолютный нонсенс, потому что сам загнал страну в санкционное бремя. Да, Путин сказал много добрых слов о Центральном банке, и здесь как бы не согласиться в этом плане сложно. Центральный банк действительно неплохо себя повел, действительно снизил удар санкционный на финансовую систему. Это чистая правда. Здесь это единственное место, где можно, в принципе, в какой-то мере сказать, что Путин не полностью соврал, да. Фантазирую, что Путин дал четкий сигнал, что Совбез будет контролировать силовые структуры. Так я напомню, Совбез и так контролирует силовые структуры. Глава Совбеза сам Путин и секретарь Совбеза Николай Патрушев контролируют все силовые структуры. Все у них в руках. Тут не надо никаких фантазий. Это абсолютно не новость. Промышленная ипотека будет под 5% годовых. Ну, в общем, Путин, как сказала Симонян, ответил вообще на все вопросы. И вопросов больше не осталось. Примечательно, кроме речи Путина, ну, еще раз повторю, что речь Путина — это сплошное словоблудие и обещание, которое никогда не суждено сбыться. Интересное выступление Токаева на форуме. Очень интересное рассуждение привел Токаев. Токаев президент Казахстана, я извиняюсь. И очень интересные вещи произнес. И о том, что выразил полное несогласие с Путиным по поводу так называемых признания территории так называемых ЛДНР, назвав их квазигосударствами, сказал, что не признает ни Осетию, ни Абхазию, ни другие псевдогосударства, которые признает Путин. Не признает, ну, здесь как бы понятна позиция Токаева, поддержал такое вступление Украины в ЕС. Путин тоже начал поддакивать, что тоже якобы не против. Ну и
Путин, можно сказать, угрожающе отнесся в своей речи по отношению к Казахстану, когда сказал сначала, что с Украиной он опять-таки, ну там иносказательно, да, что с Украиной не ссорился, а что с Казахстаном никто портить отношения не собирается. Ну, читать надо полностью наоборот, да, ну как это не ссорились с Украиной, когда идет война. И очень интересная не ссора, да. И говорит, не надо ссориться с Казахстаном, то есть, ну, фактически в этой речи является такой угрозой своеобразной. Такаев, надо дать должное, смело высказывается при Путине. Плевать он хотел на мнение президента, плевать он хотел на то, что он находится в гостях, да, у Путина. Он высказывает смело и открыто свое мнение, чем заслуживает уважения. Я не берусь сейчас судить, насколько президент Казахстана хорош или плох для своего государства, извиняюсь. Я не берусь об этом судить. Я берусь судить о его внешней политике, о его смелости и решимости в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Многие скажут, что вообще зачем ему разговаривать с этим недочеловеком, полутрупом. Но здесь, опять-таки, президент Казахстана проводит свою политику. Я напомню, что с президентом Путиным общается и Макрон, и Шольц, и кто только не общается. Поэтому упрекать президента Казахстана в том, что он общается с Путиным, не стоит. И Такаев намного смелее общается с Путиным, чем тот же Шольц или тот же Макрон, которые затыкают языки в жопу Путину и пытаются всячески его умиротворить. Напомню, что умиротворение агрессора еще никогда в истории не играло положительную роль. Так, довольно большой получился выпуск этот. Я надеюсь, вам было интересно. Мне было приятно, что я был с вами. Я всегда рад, что вы со мной. Мы вас любим. Это искренне. Поддерживайте нас, поставьте лайк к этому видео, если вы поддерживаете наши идеи и нашу деятельность. Есть в описании к этому ролику наш Patreon, есть подписка на наш канал, спонсирование на наш канал в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы. Есть в описании к этому ролику подписка на наш Instagram, на наш англоязычный канал Генерал СВР в Телеграме. Есть также наши криптовалютные кошельки. Помогайте, не забывайте, что мы работаем для вас. И вся наша деятельность направлена на то, чтобы вам помочь. Помогая вам, мы помогаем себе, помогаем миру. Без ложной скромности и без ложных иллюзий. Сейчас мир, ну, в широком плане, и мир в плане не война, во многом зависит от России, от руководства России. Мы делаем все возможное, чтобы руководство России в скором времени сменилось. Да, для этого требуется какое-то время. Да, для этого требуются ресурсы. И не зря мы просим вас о помощи и поддержке. Поэтому мы обращаемся к вам, а совсем не от хорошей жизни. Все, большое спасибо, еще раз повторяю, что были со мной. Мы с вами увидимся, услышимся в итогах недели с Сергеем Жирновым. Мы вас любим еще раз. Всего доброго. До свидания.